Всем привет! У нас сегодня воскресенье, и вот музыка на улице, это не у нас дома. Очень хорошая погода, мы открыли все двери, все окна, чтобы проветривался дом. Сегодня утром мы не выходили, потому что есть очень много людей и как-то не хотели. Будем видеть, как вечером, возможно, вечером выйдем на прогулку, ну посмотрим. И сейчас я уже буду приступать готовить обед. На обед у нас сегодня будут каннелони. Я буду их делать с фаршем, а также с грибным соусом. Заместо соуса бешамель у меня будет грибной. Так что сейчас потихонечку начну все готовить. Что ты меня снимаешь? Что ты делаешь? Зачем тебе каннелони? Верни. Адриан какие-то странные фотографии делает. Я здесь уже делаю соус сметанный. Сейчас добавлю еще чуть-чуть сметаны и чуть-чуть сыра пармезана. Это крошка. Все, соус у меня готов. Я поджарила грибы, добавила лук, оливковое масло, сливочное масло, посолила, поперчила, добавила сметану и пармезан, который крошкой. И все. Можно, конечно, это все перепустить на блендер, но я не буду. Оставлю вот так кусочками грибы. А можно, конечно, сделать прям такой соус. Чистенький, без комочков, без ничего. Начинаю готовить фарш. У меня здесь есть свиное мясо с салом и говяжий фарш. Так как говяжий фарш очень сухой, я решила добавить еще это. Сейчас поджарю, добавлю лук мелко нарезанный, посолю, поперчу и потом добавлю чуть-чуть томата. Я уже нарезала мелко лук и также сейчас еще нарежу чеснок. Когда масло сливочное растает, я добавлю уже фарш. Потом посолю, поперчу, как обычно. К фаршу я еще добавила ложку томата. Сейчас мне нужно его остудить. У меня есть вот такая вот форма, и я буду делать каннелони. Все готово. Мне на чуть-чуть не хватило фарша, так что вот та сторона, только один слой сделала, и второй не хватило мне, так что будет пустая. И сейчас я это все отправляю в духовку на 180 градусов. Духовка нагрета где-то на полчаса. И посмотрим, что будет, потому что я это еще никогда не готовила. Все, оно постояло где-то минут 25. Сейчас я еще посыпала сверху сыром и оставляю еще на 10 минут приблизительно. И будем обедать голодные. Все готово, сейчас чуть-чуть остынет и будем обедать. Смотрите, какое красивое, румяное. Надеюсь, это вкусно. Но чтобы ровненькие, они у меня совсем не получились. Какие-то такие странные. Но все-таки, наверное, я буду делать лазанью. Лазанья у меня неплохо получается. И лазанью делать намного легче, чем эти каннелони. Пока их нафаршируешь, пока то, пока сё, это очень долго. Микаська спит здесь на полу. Мы спустили во всем доме ролеты, потому что очень жарко у нас сегодня. И я остаюсь спать в спальне, а Адриан пошел в зал. И будем делать сиесту. Смотрите, сейчас ровно 8 часов. Мы только закончили аплодировать. И сколько людей сразу вышло. Тоже солнце засвечивает, жаль. Но сейчас их будет в разы больше. Мы сегодня решили даже не выходить. В воскресенье людей будет море, и толкаться там не поддерживается ни расстояние, ничего. Так что сегодня дома. Мы уже привыкли дома. Кажется, что они в 59 минут уже выходят на улицу, или без 5. Прям так быстро. Ровно 8 и все повыбегали быстренько. Но здесь еще более или менее. А вот сейчас, если подняться в парк или возле речки туда выйти, то там уже просто невозможно. Автобус.
пустой, несколько человек. Вот особо даже и не поддерживается эти 2 метра. Да уж. Не знаю, может уже завтра успокоятся и будут выходить меньше, потому что это просто ужасно. Вот 2 метра там даже и никто не поддерживает. Да уж. Кто-то кашляет. Бррр. Вау, смотрите, какой красивый у нас сегодня закат. Вот это да. А людей все еще достаточно много на улице. Но, например, как в эту пору, хорошо было бы и выйти. Потому что уже намного меньше, но все равно есть. Ой, но закат прелестный. Но я уже почти заканчиваю с вчерашним видео. И сейчас мы уже пойдем ужинать. Уже поздно. Я сегодня чуть-чуть задержалась, целый день ленилась. Поставила эту штуку от комаров, потому что открыла окно. И они сразу, как бешеные какие-то, сразу начали залетать в окно. Ух, ужас. Комары здесь, так как речка близко, ужасные. Все, я закончила с монтажом, уже выставила видео. И сейчас буду подогревать каннелони, и мы будем ужинать. Также Адриан найдет какой-нибудь фильм, посмотрим что-нибудь и опять лежать. Сегодня день прошел как-то не очень интересно. Мы особо не двигались, ничего не делали. Лежали, смотрели какие-то видео, что-то разговаривали. Ну, короче, такое. Ну, воскресенье. Плюс мы не выходили. Как-то воскресенье на карантине совсем не интересное, потому что в какие-то рабочие дни я что-нибудь делаю, двигаюсь по дому, Адриан пишет, а в воскресенье как-то мы больше лежим и не двигаемся. Ну, хотя один день в неделю тоже такой нужно, чтобы типа полный релакс. Я чуть-чуть также почитала новости, пока там все выводилось, и у нас в Испании снизились и заражения, и смерти снизились, так что не очень повлиял выход детей. Надеюсь, это то, что нам, взрослым, разрешили со вчерашнего дня выходить, через недельку-две не повысит смертность, не повысит заражение, и все будет хорошо. И мы наконец-то сможем через неделю зайти в новую фазу, в первую фазу. И, возможно, уже поменяются чуть-чуть и правила. Ну, а это, конечно же, будем видеть. Власти думают все-таки, и медики, что все-таки будет еще одна волна. Но будем надеяться, что вот сейчас уже так, как у нас очень жарко, и в конечном итоге ее не будет. Этой второй волны, и не будет очень сильно много заражений, и мы сможем побыстрее вернуться в нормальную жизнь, потому что как-то уже очень хочется, чтобы было все как прежде. Но я, наверное, на этом с вами попрощаюсь. Я не знаю, мы планируем завтра утречком выйти погулять, получится у нас, не получится. Я еще даже не смотрела погоду, какая будет. Но это уже будет завтра. Завтра с вами увидимся. Так что увидим, что будет завтра. Ну а на сегодня я уже с вами буду прощаться. Особо интересного ничего сегодня уже не будет. Желаю вам хорошего настроения. Берегите себя. И всем пока-пока.